Ну что, очередная серия «Бомжа». Приятного просмотра. Ну что ж, сегодня поговорим о плюсах Кипра, что мне здесь за время, пока я здесь живу, понравилось. Первое, что мне бы хотелось отметить, это климат, и это не будет большим секретом. Многие сюда едут чисто из-за климата. Здесь практически отсутствует зима в нашем понимании, постоянно тепло, можно купаться. Купальный сезон тут где-то с апреля по ноябрь, где-то так. Я еще на себе не испытывал, но скоро будет сентябрь, и мы еще до сих пор купаемся. Вода градусов около 30, на улице приятные тоже где-то 29-30 градусов. Сейчас не жарко, а прям отличная комфортная температура. Здесь отличная природа, интересная флора и фауна, которую ранее я не видел. Новые животные, новые растения, новые запахи, новые какие-то цветы, новые ощущения. Недавно мы видели бананы. Вот так у вас просто могут во дворе расти бананы. Ну и в целом, посмотрите, вот сзади меня горы, хоть и невысокие, но такие приятные, куда можно сходить и погулять. Впереди меня отличное Средиземное море теплое, с прекраснейшей лазурной водой, которую часто мы видим на фоточках и видосиках. В общем, это реально так. Не забываю сказать про практически круглогодичные свежие фрукты и овощи, которые здесь вызревают постоянно. В одном кадре ты подходишь, оп, лимончики, оп, еще съедобная какая-то цитрусовая хрень. Опунция, просто кактус, который можно есть, и инжир. И это все круглогодично спеет постоянно, ты это собираешь, ешь. Отлично. Да, вкусная еда, я просто уже делал отдельный выпуск про еду, но все-таки повторюсь, здесь очень вкусная, качественная еда. Просто все продукты питания, даже если вы готовите дома, они максимально такого хорошего качества. Я смотрю, чешут из кустов такой. Куда не очень. Давай, ты самый голодный, да. Пальцем не отъешь. Здесь очень много фондов защиты животных. Вот мы сейчас находимся на пляже, где часто выпускают морских черепах. Вот даже сейчас мы стоим, снимаем, а там внизу собралась толпа людей, и сейчас будет выпуск этих морских черепашек. Нельзя вот просто так вот, гуляя по Гирне, не погладить кота, да? Котов здесь такое огромное количество, что Просто, да, идешь постоянно, котики самые разные здесь живут на улице, как в Стамбуле. Очень прикольно. Как ни странно, на Северном Кипре, несмотря на то, что это непризнанное государство, отсутствует какой-либо криминал. То есть он, конечно же, есть, но это скорее здесь исключение. То есть мало убийств, ограблений и прочих тяжелых преступлений. Я лично, во-первых, пока здесь нахожусь, не слышал ничего подобного. И
многие местные говорят, что это вообще реально редкость. Ночью спокойно можно ходить с камерой, фотографировать, снимать, вас не ограбят. Прогуливаясь по старому городу, вы очень часто будете натыкаться на всякие греко-римские пещеры и прочие архитектурные исторические памятники. Все эти объекты, они находятся прямо на улице, рядом с казино. Пожалуйста, исторический памятник. И когда ты живешь здесь, у тебя создается впечатление, что это все тебя как-то окружает, прям пропитано историей, и ты проникаешься этим. Лично я хожу ночами здесь, гуляю, смотришь по зданиям, читаешь таблички, переводишь их. Если вы такой же поклонник погулять по ночному городу, пишите об этом в комментариях, где вам больше всего нравится гулять. Очень много аутентичных всяких улочек, можно вот так блукать бесконечно и прям наслаждаться. Немного грязновато, где-то что-то не отремонтировано, но лично у меня это вызывает больше уважения и такой настоящести такой. Я лично это больше люблю. Ну, кому как нравится, но я вот за настоящую такую красоту неподдельную. Опять же, если смотреть по поводу сложности переезда сюда, то с большими трудностями вы не столкнетесь. По приезду вы можете здесь пребывать 3 месяца. Для русских не требуется виза. Сначала вам поставят штамп на въезд на месяц. И если вдруг вам здесь понравится, опять же, оформить ВНЖ составляет не огромных усилий и вполне реально сделать. По ВНЖ вы здесь можете находиться от полугода до года, потом можете продляться, можете не продляться. В сезон билеты, конечно, стоят довольно дорого, но если смотреть прямо не в пик сезона, самолеты из Москвы сюда с пересадкой в Турции, ну, обойдется примерно 1020 рублей на одного человека. По поводу денег для семьи из 2 человек примерно вам потребуется $1000 в месяц. Это вместе с жильем и продуктами, что есть не сильно дорого, и для человека, работающего на удаленке или фрилансера, подъемная сумма. Вот. И несмотря на то, что этот край очень близок и к Европе, и вообще считается таким краем для мажоров, Северный Кипр не сильно дорогой, поэтому вам стоит рассмотреть это как край для релокации. Стоит, наверное, упомянуть то, что здесь еще из плюсов, если это, конечно, можно назвать плюсом, отсутствует экстрадиция, то есть если вы сильно набедокурили, вас с острова никому не выдадут. Сомнительный, конечно, плюс, но, может быть, кому-то пригодится. Ну, еще одна интересная особенность. Здесь на официальном уровне разрешены бордели и есть казино. Поэтому, не знаю, может быть, тоже для кого-то это будет весомым плюсом, стоит про это просто сказать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии. В общем, после ролика про то, как Даша поехала в Грузию, мы не набрали 200 подписчиков. Я расстроен. Опечален. Давайте в этот раз все-таки